Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Стрелец. Таро прогноз. Что идет в вашу жизнь до конца августа? С чем это будет связано? А может быть и с кем? Я такое тоже допускаю. И у нас в самом конце августа планетарные транзиты, которые оказывают влияние не просто как бы сама по себе дата. Нет, это соединение, я бы даже сказала, когда Солнце входит в знак зодиака Дева. А Дева – это у нас критическое мышление. И одновременно рядышком по дате у нас планета Венера, планета малого счастья, переходит из знака зодиака Рак в знак зодиака Лев. И мы говорим, 25 августа Венера во Льве – это уже больше конкретики. Рак, как известно, или точнее Венера, планетарный транзит, больше именно в раке способствует эмпатии, гармонии. Но это, знаете, еще и такое состояние расслабленное где-то. Мы как зачарованный странник. И это здорово на самом деле, потому что август мы можем провести, ну или где-то уделить внимание отдыху, своей семье, своим близким, любви, безусловно, куда-то не торопиться, не рваться. Это тоже для перезагрузки очень важно. Но вот уже в конце месяца, переходя в Лев, Венера конкретизирует некоторые вопросы, которые связаны с личной жизнью и финансами. И если мы так в целом по энергиям, Венера в Раке, мы бы сказали, просто потому что люблю. А по Венере во Льве, и какой в этом смысл? Вот такой себе вопрос. Понимаете, то есть немножко палитра нашего восприятия, она так переворачивается. И как раз 23 числа, и еще и Солнце входит в знак зодиака Дева. А Дева – это критическое мышление. То есть мы понимаем, зачем нам это нужно и нужно ли вообще, что мы будем продолжать. Вот эта внутренняя какая-то перезагрузка, она отстраивает именно алхимию будущего, причем в индивидуальном порядке для каждого из нас. Ну ладно, я не останавливаюсь подробно. В конце видео, в описании точнее видео, я оставлю ссылку на свой сайт. У меня готова статья уже астрологического прогноза, каким образом это влияет на нас. Перейдите, прочитайте, потому что много времени и некоторым это может быть и не очень интересно, просто смотрят именно Таро расклады, я это знаю. Мы идем дальше. Итак, достанем 3 карты, вот так произвольно, без вопросов. Так что же идет в вашу жизнь, мои дорогие стрельцы? Какие энергии? Пятерка жезлов. Вот смотрите, какая-то путаница должна быть устранена. Потому что тут конкретно, когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет. И спорят наши ведьмочки, это колода ведьмочек. И вот мы уже видим не только ведьмочки, нам так художник интересно изобразил, коты уже тут спорят, и варево, которое тут волшебное варится, уже забыли о нем. И вот нам, пожалуйста, выкипает, тут уже даже огонь где-то на полу, а они продолжают что-то тут доказывать друг другу или выяснять. Каждый настаивает на своем. Что идет по этой карте? Иногда говорю, информационный хаос. Как это может отобразиться в вашей жизни? Есть какая-то путаница. Может быть, вы сами как раз и не можете разобраться в каком-то вопросе. И на вас оказывают влияние, воздействие, новости, которые вы слышите. Это где-то одновременно не вяжется, с учетом Венеры, с вашим мировоззрением или с вашими постулатами какими-то жизненными. А еще это может быть и человек, мои дорогие, или даже, может быть, и группа людей, или когда вы чувствуете, с вами не согласны. Может быть, и конкретная персона, на которую не положиться ответственности и не потребовать, потому что по этой карте иногда олицетворяют тех людей, которые быстро меняют свое мнение, как мы говорим, перебываются быстро в воздухе. Вот что-то подобное. Утром тебе пообещали, а уже, глядишь, к обеду, там что-то у человека поменялось. И постоянно, вот если мы надеемся на таких людей, происходит какая-то метаморфоза, путаница. Поэтому я бы сказала, а это ведь у нас жезлы, дела, работа, бизнес, откуда идут деньги. Поэтому вот где-то с людьми, которые для вас как важные персоны, ключевые, вот все вот эти взаимодействия могут принимать, ну, какой-то хаотичный порядок. Может быть, это то, что случилось прежде, и вы к концу августа как раз приходите, что нет.
Так дело не пойдет, мне нужно разобраться. Но мы потом проясним эту карту. Хорошо, что еще идет в вашу жизнь? Ну, наверное, шаг за шагом вы тут что-то конкретизируете. Вы как выбираете направление. Кстати, по этой карте иногда проходят, все же это у нас вестники, рыцари, ну и пажи где-то. Это и может быть перемещение или участие какого-то человека в ваших вопросах. Но здесь, если мы говорили ненадежные люди или ненадежный человек, вы ищете более человека либо грамотного, ну, может быть, по какому-то делу, вопросу, может быть, даже, к примеру, юриста. Юристы тоже разные бывают. Ну, я так, банально, да, вот то, что мне первое на ум пришло. Или, может быть, это даже партнера по бизнесу, да, так вот мы находим. Потому что по рыцарю Пентаклей есть даже такое значение, если нам нужно, к примеру, решить финансовый вопрос. Наши деньги задерживаются, к примеру. То в нашем окружении есть человек, который может как раз помочь нам в этом вопросе. Или когда мы ищем надежное лицо, которое может дать дельный совет по этой карте, тоже приходит. Но это еще и марафонский забег, потому что это самый медленный рыцарь. Это может быть те энергии или могут быть, которые касаются лично вас, когда вы что-то будете планировать на далекий срок. Алхимия будущего, мои дорогие. Но тут уже больше конкретики. Рыцарь Пентаклей очень внимательный, и он готов учиться. Он понимает, что он многого не знает. И, видимо, это где-то вам будет помогать перестроиться в новой реальности самому. Что идет в вашу жизнь? Сила. Посмотрите, шикарно. А мне хочется сказать, мои дорогие стрельцы, ведь карта сила– это не что иное, как солнце в деве. Вот это прекрасное дело, которое со львом нам изображено могучим. И лев, как бы единение почему происходит? Но первое, что лев не чувствует агрессии со стороны девы. Поэтому она и волшебница. Вот вы, неважно, кто смотрит, мужчины, мои дорогие девочки. Хотя, конечно, это больше карта женской силы. Это правда. Ну, к примеру, у мужчин это может означать важная женщина или та женщина, я бы даже сказала, с которой вам очень хочется быть, которая притягательна, словно магнит. Есть тут такие и индивидуальные моменты, когда влечение, да, мы говорим. И это тоже может карта отчасти обозначать. Но давайте переключимся так на общий какой-то фон, и поэтому Солнце в Деве по этой карте, поэтому, видимо, вот это критическое мышление шаг за шагом вам позволяет решить какой-то вопрос или проблему. Ведь по этой карте энергетика, как у мага, нет ничего невозможного. Но, может быть, нужно понимать, какие ошибки не стоит повторять. Мир наш перестраивается. И это я не имею в виду даже что-то глобальное. А может быть, методы какие-то вам придется менять. Или методы взаимодействия с людьми, потому что все-таки тут где-то дипломатия присутствует. Договариваться придется. Но эти, видимо, договоры или эта дипломатия, она должна отталкиваться от того, что вы хотите осуществить. И если бы, допустим, перекладывая на нашу реальность. Прежде бы вы кому-то сказали: «Нет, это неправильно, так не может быть». Или самому себе, самой себе сказали: «Я такое не принимаю, это что-то не то, это не про меня». А тут мы задаем себе вопрос, а почему бы и нет в нашем турбулентном мире? Может быть, я сейчас что-то не вижу. Дай-ка я для себя какой-нибудь запасной аэродром продумаю. А вдруг это будет правдой? И ведь мы рассматриваем с вами на будущее, алхимию будущего. Вот такие серьезные карты. Но, видимо, прежде чем вы доберете эту силу, или прежде чем вы примете какие-то очень правильные решения, а для вас до конца года, мои дорогие стрельцы, тут ведь какое-то волшебное время. Поэтому, ну, это не нам не говорят, что расслабились, и вот оно само по себе все к вам приходит. Нет, тут именно себя приходится перестраивать. От этого зависит эквивалент благополучия, который вы получаете. Кто-то ведь может сказать вот именно, что да не хочу я ничего, вот я вот то, что у меня есть, хочу сохранять. Ну, тогда примите к сведению, хотим мы или нет, но жизнь наша будет меняться. И от того, как мы впишемся в новую реальность, будет зависеть благополучие. Вот, видимо, к этой силе, к этим возможностям, магической силе вы идете не совсем простым путем. С чем это связано, пятерка жезлов? Давайте узнаем. Или с кем?
А вот смотрите, нам показывает четверка жезлов, праздник после победы. То есть у вас уже что-то достигнуто. Как будто этот праздник состоялся или, ну, условно я говорю, или состоялась как ваша победа в каком-то вопросе, что-то вам удалось согласовать, решить. И, безусловно, когда у нас что-то получается, мы чувствуем себя и более воодушевлены мы, да, или мы более уверены в себе. Ну и, конечно, самоуверенность– это прекрасно, но есть еще рядом стоящая самонадеянность. И это, ну давайте так, немножко про психологию. Это ведь нам уже не помогает, нам это замыливает глаза. Мы где-то выпадать тут же начинаем из реальности. Поэтому карта говорит, что ты можешь действительно представлять, допустим, человека, потому что в ваших рамках понимание о том, что допустимо и недопустимо. Это один какой-то контекст. А сколько людей, столько мнений. А у человека совершенно другая какая-то картинка перед глазами. И он будет действовать так, как он это понимает. А вы будете ожидать от него чего-то другого. Поэтому в данном случае, когда мы чересчур самоуверены, самонадеяны, нам это не помогает. Больше путаницы в нашей жизни. Ваша задача этот праздник сохранить. Ну или какие-то победы. С чем это еще связано? А посмотрите, вы тут можете со всеми помириться. Вот правда. Сразу переходя к последней карте. В чем ваша может быть сила? Нейтрализовать какие-то конфликты. И не потому, что вы хотя я допускаю, может быть, вы и будете с кем-то выстраивать такой не совсем простой диалог, причем в спокойном ритме, придется себя сдерживать, чтобы, потому что карта мир, перемирие, безусловно, мир у нас воцаряется. И я искренне надеюсь, что в ближайшее время у нас действительно воцарится мир. Много карт вот таких, именно 21-го старшего аркана, в моем раскладе даже и для предыдущих знаков зодиака, или когда концепция карт говорит об этом. Поэтому я так думаю, что, ну, это так, вот лирическое отступление. Знаю, что меня смотрят люди, многие из тех стран, которые именно столкнулись с войной, увы. Ну, или пусть так это вас как будто крылом война задела или военные действия, поэтому, конечно, вы особенно чувствуете вот этот мир или какую-то турбулентность. Поэтому, мои дорогие, тут не победа любой ценой, договариваться придется. Вот нам так говорят. И даже если мы представляли это как-то по-другому, будьте дипломатами, чтобы не было, знаете, какого-то хаоса. Ведь тут основная тема вот эту путаницу или хаос устранить. У вас это получается, очень добрая энергия. И мы спросили, с чем это связано, а то, что и праздник должен быть, и победа должна быть, и мир, и какой-то волшебный итог. Не достаю дополнительной карты, потому что очень четко нам вот даже в этих двух волшебных арканах одна карта дополняет другую. А пятерка жезлов– это мелкая карта, кстати. Она создает эмоциональную какой-то фон, движуху, да, или движ. Ну, то, что, ну, на основе чего ты не решишь ни один вопрос. Путаница, по сути дела, вот и все. Ладно, рыцарь Пентаклей, с чем это связано? Что же там идет по рыцарю Пентаклей в вашу жизнь, мои дорогие? Опять какая-то перезагрузка. Смотрите, карта праздника. И иногда, конечно, карта свидетельствует о том, что, да, как любовный треугольник. Я такое допускаю, все же мы тоже все разные. Но тогда примите к сведению, что придется делать выбор однозначный. Сколько ты не затягивай эту ситуацию, но она как бы близится к завершению, потому что 20-й старший аркан– суд. Или, мои дорогие, для кого-то просто действительно праздник, и все то, что я говорила по первой позиции, и 20-й старший аркан, не оглядывайся назад, тебе отсюда только вперед. И ведь, хоть мы и называем страшный суд, на самом деле суд не страшный, это карта и избавление от боли, избавление от страданий. Это, как знаете, перезагрузка, когда мы просто оставляем прошлое прошлому. И нам даже на карте показана ведьмочка, которая как звуки волшебной флейты. Посмотрите, даже кот с бабочкой танцует. Мы понимаем, что да, мы уже где-то готовы за плечами оставить то, что не получилось, не срослось, то, что, ну, где-то не имеет значения, может быть, и имеет для нас большое значение, но мы что-то не можем продолжить или мы не можем на это воздействовать.
нам приходится принимать какую-то реальность. Перезагрузка, мои дорогие. Может быть, поэтому рыцарь Пентаклей говорит: ты, стрелец, словно как в новых энергиях начинаешь жить. Или как новый жизненный этап. И тут действительно, с учетом рыцаря, мы говорили, да, придется еще что-то изучать. Может быть, действовать совершенно по-другому. Методы изменить. Имидж, может быть, у кого-то изменить. Ну ладно. Так что же идет в вашу жизнь? Но я так вижу повешенный аркан. Какая-то подвешенная ситуация, застрявшая ситуация, состояние жертвенности. У кого-то, правда, может проиграться отношения и как третий лишние. И, ну, сколько можно в этой жертвенности пребывать? Для кого-то это будет вопрос какой-то очень серьезный, когда вы понимаете, что, ну, тоже как бы тупик. Ведь, по сути дела, нам тупик. Вот, мои дорогие, как Т-образный перекресток. Ехали, ехали, вот тебе приехали, в стену уперлись, дальше дороги нет. Нам с этого пункта либо направо, либо налево. Ну, или будешь висеть вниз головой. Вот как будто вот такие варианты, других нет. И понятно, почему нам рыцарь Пентаклей, который идет вперед медленно, и при этом он внимателен к мелочам, к деталям, к информации, абсолютно ко всему. Потому что какое-то состояние жертвы, может быть, это у вас по отношениям, может быть, вы что-то пересматриваете, ведь это старший аркан. И по работе тоже какая-то ситуация. Значит, вы будете пытаться что-то исправить, потому что жертвой надоело быть. Ну, пусть это иносказательно. Правда, девятка жезлов говорит о том, что мы делаем первые шаги. Искусство мелких шагов. Какое-то время мы как были за барьером, за забором. Может быть, это было даже необходимо. Но вот теперь мы так аккуратно пытаемся выйти. И сил у вас накопилось достаточно. Но все-таки карта приглашает нас продумать первые шаги. А еще девятка по нумерологии нам говорят, впереди перемены. С чем это еще будет связано? С новостью какой-то, правда. У кого-то проиграется и рыцарь Пентакли, что вы получаете новость или слышите пусть в средствах массовой информации, или буквально иногда по рыцарям гонец, да, как вестник какой-то. Может быть, важная новость, которую даже человек вам приносит. Может быть, это, вот как он несет Пентакль, иногда эта карта свидетельствует о получении конверта какого-то, документа, бумаги важной. И для вас как новая точка отсчета. Ведь туз жезлов, опять же, делит на период до и после. У вас уже не одна карта об этом. И, кстати, 20-й старший аркан, который вам перевернулся, да, но я убрала обратно в колоду, тоже где-то сродни туза жезлов. Это наше еще понимание того, что жизнь имеет новую точку отсчета или новый отсчет. Давайте мы узнаем, что же по третьей карте. Карта сила. С чем будет связано это критическое мышление? Что идет в вашу жизнь? И это старший аркан. На вас влияют внешние события, которые вам нужно как-то правильно переосмыслить. По пажу мечей мы даже изменить можем направление. Ведь эта карта, опять же, Паш, опять весть. Приготовьтесь к тому, что насыщенным может быть конец августа месяца. Вы слышите разные новости. Может быть, и буквально от людей. Может быть, и где-то с людьми вы будете что-то, ну, как обсуждать. Каждый будет высказывать свое мнение. Вот, кстати, такое тоже будет. Может быть, по вопросам некоторым по аркану мира, ведь это опять же то, что происходит вокруг нас. Вот на вас влияет обстановка, как общая температура по больнице, мои дорогие, но вам какую-то свою стезю нужно пройти или отстроить даже, я бы сказала, свой жизненный фарватер. И пусть поначалу вам это кажется не широкое шоссе, да, вот как искусство мелких шагов, а какой-то узкий проход, узкий коридор, где только бочком могу пройти, но для вас это совершенно необходимо. Так вот, по пажу мечей и с учетом именно вот этого аркана сила, или если мы говорим солнце в деве, есть как будто один правильный путь, потому что это правда, это истина еще, об этом говорит карта. Мы тут что-то переигрываем. Мы, кстати, признаем свои ошибки по этой карте тоже. Да, пусть это символизирует конкретное известие, но, может быть, мы раньше думали, что как-то конкретное дело закончится или будет продолжаться иначе. А тут нет, тут вот
Правда, истина, которую мы слышим, ее нужно принять во внимание, потому что вполне вероятно, вы тут словно можете изменить направление или, иначе говоря, изменить даже походку, то есть методы какие-то вы тут тоже будете корректировать. А потому что правда, и никуда ты от этого не денешься, это реальность. А вас будет еще тянуть в какую-то сторону, когда хочется по 15-му аркану именно так поступить, как вот я хочу. А если у нас аркан сила и 15-й старший аркан, вопросы любви, страсти, страстной любви. И по Венере в Деве, вот страсть как раз в любовных вопросах может обостриться до какой-то высшей октавы. А вместе с этим и желание, намерение поступить именно так, а не иначе. Примите это к сведению. Ну, может быть, страстное отношение не только к противоположному полу, все-таки два старших аркана, а будет соблазн, несмотря на то, что есть какая-то реальность, именно поступить так, как вы считаете правильным. Рассматривайте, мои дорогие, альтернативные варианты, потому что 15-й старший аркан нам говорит: будь аккуратен и осторожен, иначе какая-то игра может перейти в опасность, или ты вновь себя отбросишь в какую-то зависимую ситуацию, неважно, чего это касается. У кого-то это может касаться личной жизни, любви, а у кого-то вопросы денег. Ну и к чему же это все идет? Вот смотрите, не удерживайте то, что пытается уйти, словно от вас оттолкнуться. Я надеюсь, все прекрасно понимают по 13-му аркану, смерть – это не про смерть, это финиш, это финал, это прошлое, это какая-то история, и которая, может быть, вы и не видели или не хотели видеть, не хотели принимать это в расчет, но она уже в последнее время шла к какому-то финалу. Это не происходит внезапно. Это именно оно как бы к этому все шло. Да, мы можем отчасти замереть от неожиданности, потому что мы получаем подтверждение, к примеру, нашим предчувствиям интуитивным или где-то так подспудно. Нам душа, может быть, душа наша мудрая, давала нам ориентир, говоря, что да нет, тут не все так однозначно, тут, скорее всего, что-то другое. Но мы вот этот тихий голосок нашей души не захотели услышать, или мы где-то больше ориентировались на то, что, а нет, может быть, в последний момент что-то вырулит в другую сторону. Но вот тут завершается то, что должно быть завершено. И смысла удерживать нет. Ну хорошо, к чему это еще идет? Поэтому нам говорят, что отпускай. Вот посмотрите, какие-то иллюзии отпускай. Семерка кубков. Тут нужно быть реалистами, есть только правда. Но это для вас, посмотрите, вот, видимо, критическое мышление для чего? У вас на кону что-то очень важное. Может быть, кому-то придется вот конкретно определяться по финансам, откуда к вам приходят деньги. Решать вопросы по части дома, оформления дома, каких-то документов, оформление ваших отношений. Причем тут разные совершенно ситуации. У кого-то допускают, даже если вот этот тройственный союз, значит, эти отношения тоже нужно прояснять. Может быть, и буквально документально, может быть, де-факто какой-то союз. Ну, закончился, а вы еще там какие-то, ну, имеете надежды. Но вот реалистом быть стоит, потому что вам какой-то не совсем простой путь с учетом вот этих всех 4 карт, которые мы с вами говорили, нужно пройти, но этого для вашего благополучия. Для как, ведь императрица – символ нового «я». Это как перерождение, возрождение. И не случайно, наверное, 20-й старший аркан нам сказал: приготовься, стрелец. У тебя сейчас жизнь проходит какую-то трансформацию. И мы часто воспринимаем за трансформацию какие-то неожиданные события вокруг нас. А это просто лишь события. Они где-то давят на нас, чтобы мы увидели жизнь под другим углом. Но так мудро поразмышляли с критическим мышлением. А к чему это может все прийти? Нам как подсказки дают. Но настоящая трансформация начинается с первого шага, когда мы сами уже пытаемся вписаться в ту конкретику или на ту злобу дня, которая существует. И мы тогда значительно усиливаем собственные позиции. Вот что-то подобное у вас проигрывается
по третьему варианту. Поэтому не жди того, кто не придет. Не надейся где-то даже на людей, надейся сам на себя. Будь где-то готов к тому, что не все, как ты представляешь, оно будет продолжено. Не играй в азартные игры, кстати, иначе все проиграешь, правда. Вообще, я бы сказала, с учетом и на 20 лет Плутон в Водолее, вот эти азартные игры, они будут опасны. Ну и нам конкретно, аркан дьявол, это ведь зависимая какая-то ситуация, да? Может быть, это зависимость от конкретного человека, зависимость от собственных страхов, потому что сделать первый шаг всегда очень сложно. А вдруг я ошибаюсь, мы думаем. А вдруг это что-то мне там почудилось, показалось. Так вот нет, чтобы так не мучиться, нужно делать где-то через опыт первый аккуратный шаг. И мы как сделали один шаг и остановились, отдышались, осмотрелись, что происходит вокруг, что люди говорят. Ну, как-то оценили вот так вот хладнокровно, как вот этот паж мечей. Он ведь готов учиться, потому что в первую очередь эта карта говорит, паж допускает, что он чего-то не знает. Вот вам где-то это помогает в плане построения совершенно новой концепции качества жизни. И для того, чтобы это вы были магами и волшебниками. Не только в конце августа. Посмотрите, два старших аркана, они обычно символизируют далекий период. И вот такие энергии начинаются для вас. На самом деле алхимия будущего. Не упустите чего-то. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые стрельцы. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние комментарии. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.